Здравствуйте, в этом видео расскажу про сервис Cloudflare. Это сервис, позволяющий фильтровать трафик на вашем сайте, то есть это Brown Malware, который также поможет с борьбе с ботами, накручивающими поведенческие факторы на вашем сайте. Я расскажу про настройки, которые можно сделать, использовать и отсечь большую часть ботного трафика, порядка 80% и более. Вот, а также как это влияет на поисковое ранжирование. Первым делом вам необходимо зарегистрироваться через какую-то почту. Регистрируйтесь, то есть у меня вот уже есть аккаунт. Вам нужно будет добавить сайт после регистрации. Здесь добавляется просто. Первым делом вам надо проверить ваш сайт в Роскомнадзоре, не заблокирован ли сам сайт. То есть вы проверяете, что блокировки нет, значит все хорошо, можно добавлять. Просто есть нюансы, что если заблокирован, то все равно блокировка продолжится. То есть это не спасет от блокировки Роскомнадзора этот сервис. Далее вам, получается, нужно добавить некий сайт, то есть он какой-нибудь 1, 2, 3, 4, 5. То есть можно даже не имея доступа уже посмотреть настройки. То есть вот добавляется сайт. Здесь выбираете тариф Free, нажимаете продолжить. Он находит DNS записи на данном домене, автоматически определяет уже существующие записи, переносит себе в систему. То есть вот тут, например, ник.ru принадлежит, какие-то IP-адреса нашел, записи. То есть, соответственно, если у вас есть на хостинге какие-то NS-записи, их надо будет перенести здесь и сверить. К примеру, у меня вот есть DNS-записи на хостинге TimeWeb. То есть все эти записи я переношу и сверяю со своими. То есть вот здесь настройка DNS есть, к ним можно вернуться и перепроверить. То есть все вот эти записи, они должны соответствовать тому, что у вас есть на вашем хостинге либо регистраторе доменов. А если есть каких-то не будет записи, у вас может быть почта не работать и что-то еще не работать и так далее. Здесь еще один нюанс. Когда вы переносите NS-записи, я рекомендую прописать NS-записи самого хостинга. То есть поменять. У вас на регистраторе, там на Rec.ru, например, есть список DNS серверов. У вас там были, например, направлены на хостинг TimeWeb. Вам нужно поменять на предоставленные от Cloudflare. Вы их прописываете, и эта процедура занимает до 48 часов обычно. Но на практике происходит и быстрее. Смена DNS-записей. В Rec.ru переходите, меняете DNS-записи, проверяете настройки, чтобы соответствовали другие NS-записи, почты, всяких других параметров, точно так же, как на вашем хостинге. После того, как вы прописали, можно подождать, когда она проделегируется, всем DNS-записи на хостинге на доменах обновятся. Тут есть дальше настройки DNS. Здесь вам надо будет включить DNS-сек. Ну, вот сейчас на тестовом домене посмотрим. Здесь включаете DNS-сек. Ждете. Сейчас вам покажу все настройки, которые надо включить, чтобы у вас корректно все это работало. Так, дальше. E-mail тут настроек нет. Сертификаты. Здесь вы ставите full или full streak. Здесь рекомендую этот параметр включить.
Дальше. Здесь всегда использовать HTTPS. Включить. Принудительный переход на HTTPS. Здесь включаете, подтверждаете, нажимаете. Здесь галочки везде проставляем. Это принудительное включение HTTPS, переход редиректа на HTTPS, HTTP протокола, соответственно, даже включая поддомены. Здесь мониторинг сертификата включаете. Но у вас, когда появится, подключен будет. Здесь надо будет после того, как у вас пределегируется домен, у вас будет назначен сертификат, сюда надо будет вернуться и здесь включить мониторинг. Здесь включить оригинальный. Так, вот этот параметр включаем. Здесь все остается так же. Вот настройки безопасности. Здесь переходим в Firewall. И нужно будет задать настройки. Сейчас вам покажу, как вот у меня сделаны. Первым делом мы разрешаем доступ белым роботам, ботам. Здесь вот кнопочка «Создать правила». Выписываете название, делаете правку и вставляете параметры, которые вот прикреплю к описанию. А потом переходите, здесь у вас будет автоматически применены какие-то значения настроек. И методы блокировки, то есть по умолчанию на усмотрение самой системы, блокирование, проверка JS, разрешение, пароль, капча. Так. Соответственно, здесь мы что делаем? Разрешаем всем белым роботам. То есть включая, можно прописать дополнительно Mail, Яндекс, Рамблер, MSN, вот, Google. Дополнительно, чтобы было точно явное определение поисковых роботов. И система Firewall, то есть их пропускала. Далее мы проверяем SSL, наличие SSL, то есть и IPv6. Если идут заходы с IPv6, это чаще всего мобильные заходы, и идут прямые заходы не на HTTP протокол, то есть не на HTTPS. Нормальные люди, они все переходят на HTTPS URL. Бот, они идут стучаться по таким адресам. Также здесь я дополнительно прописал сеть Яндекса, которая делает запросы для проверки мобильности, мобильной версии в Яндекс.Вебмастере. И именно вот с этой сетки идут запросы, и я дополнительно включил, чтобы была корректная проверка ботами. Потому что они используют, видимо, IPv6 для этого дела. Поэтому я это исключил. Так, здесь их мы отдаем капчу. Все вот роботы. У меня вот 10 тысяч заходов получается с мобильных там и так далее. И только 3% нормальных людей, которые прошли капчу. Далее получается HTTP 2+. То есть мы смотрим, кто использует HTTP менее второго уровня, то есть HTTP 1.1, HTTP 1.0, это какие-то боты. Вот. Также исключил свои IP-адреса своего сервиса, своего дома, да. Опять же исключил сеть Яндекса. Здесь еще проверяем, то есть идут заходы с HTTP там 1 версии какой-нибудь старевший, и либо пустой реферер, то есть нет, то есть прямые заходы без рефера отслеживаются. И дальше мы их даем проверку капчу. То есть чаще всего боты, парсеры, накрутчики этих поведенческих факторов, они не имеют рефера, делают прямые заходы на сайт, и соответственно мы их всех проверяем. То есть таких тоже очень много. Вот.
Далее блокируем плохие парсеры. То есть это список юзер-агентов, большой список, и просто их блокируем. Пятое правило — это плохие страны. То есть мы определяем, что у нас, например, Россия, то есть какие-то еще там страны, из которых более-менее нормальный трафик идет. И здесь делаем правило, то есть из таких стран нормально, остальных делаем на усмотрение самой системы. То есть там может быть проверка JS, капча, либо просто автоматом пропускать. То есть это сама система на основе своей статистики будет определять, что делать дальше. То есть мы используем 5 доступных бесплатных правил. По поводу плохих стран, в Яндекс.Метрике есть отчет по географии. Это получается отчеты, аудитория и география. Вы здесь попадаете, смотрите за какой-то период и смотрите, какие страны у вас переходят, какие делают отказы. Тут можно посмотреть с роботами и без роботов. Соответственно, наиболее отказные страны, то есть в первую очередь их блокировать. Но мы в данном случае мы смотрим, какие страны разрешить. Остальные мы блокируем. Так, возвращаемся в сервис, продолжим настройку. Здесь, так, настройку здесь мы пропускаем. Здесь включаем проверку у ботов JS. Здесь все так, настройки оставляются. Далее получается, здесь можно настроить оптимизацию. Так, включаем проверку хитов, то есть изменился контент или нет. Дополнительно там отправляется информация в поисковую систему. Здесь включаем как раз вот этот параметр. Так, следующий у нас кэш. Кэш, когда вы настроили, все сделали, сброс кэша происходит вот такой кнопочкой. То есть вы нажимаете и ждете 30 секунд. Через 30 секунд будет эффект по сбросу кэша. То есть если какие-то страницы у вас прокэшировались, то можете сбросить. Здесь вы можете выставить не по умолчанию какое-то время, а по заголовкам, которые передаете в своей системе CMS. То есть вот этот параметр указываете, и здесь будет передаваться значение через заголовки header. Также передавать информацию краулерам поисковым систем. То есть это по сути индекс null, после которого как раз очень эффективно я наблюдаю, что при посещении каждого урла отправляется в поисковую систему Яндекс, там Bing и так далее, что идут просмотры, то есть идут запросы по API индекс null в систему, то есть идет пинг, грубо говоря, в поисковых систем. То есть дополнительный как бы метод индексации страничек. Вот здесь все остается так же. Здесь у нас правила страниц. Здесь мы можем использовать 3 правила бесплатно. Соответственно, на уровне Брэдмауэра, помимо HT-аксесса, где вы прописываете редиректы стандартные, то есть вы делаете там с HTTPS VV, на там стандартный HTTPS без VV, с HTTP с тройным W, да, то есть на обычную версию. Потом HTTP просто протокола и на HTTPS. То есть вот здесь, где больше всего редиректор проходит, соответственно, там перенаправляем. Ну, вот, надо править. Сначала идет перенаправление с HTTP на HTTPS, с VV на без VV, соответственно, лучше сразу, чтобы это правило работало без дополнительной цепочки редиректов. То есть мы сокращаем цепочку редиректов вот такими правилами. Тут
важно посмотреть, что не было конфликта с вашим доменом. То есть, если у вас изначально VV, то есть у вас конечный редирект должен быть на VV. Здесь, если настройки посмотреть, вы выбираете в настройках редиректа вид редиректа 301. Здесь звездочку прописываете, регулярное выражение, то есть любые символы далее идущие. И, соответственно, регулярное выражение подставляется сюда. То, что вот здесь было, какие-то значения подставляются сюда. Тем самым как бы регулярка у вас выполняется. Далее, эти все правила я не заполняю. Здесь нормализация урлов. Вот желательно это все включить. В сети здесь я дополнительно включил параметр, который делает предзагрузку элементов на странице. То есть уведомляет браузер о наличии элементов. И еще один метод, но тут пишется в документации, что надо смотреть, и возможно будет ошибки. Вот этот параметр тоже включите. Но он ускоряет соединение при повторных посещениях сайта. Так, документацию лечить. Также включить поддержку API версии 4. По умолчанию выключено. Я включил поддержку заголовка, то есть передавать в заголовках. Вот. И еще один момент, то есть если у вас какой-то сайт, где загружают большие объемные файлы пользователи, либо сами загружаете через систему, то бесплатный тариф вам не подойдет, потому что здесь по умолчанию бесплатно дается только на загрузку 100 мегабайтные файлы загружать за один запрос. То есть если вам нужно что-то больше, тут уже другие тарифы, это надо как-то подключать, оплачивать этот сервис и так далее. Тут по умолчанию ничего мы не настраиваем. Все эти параметры тоже ничего не настраивается. Здесь ничего не включаете. То есть в целом все настройки вот я вам показал. Далее можно смотреть, анализировать ваши там посещения, анализировать там трафик в отчетах, откуда вот больше всего трафика идет. По безопасности посмотреть, какие там больше всего ботов идет, источники там за 24 часа, например. Так, типы ботов, роботов всяких и так далее. То есть дополнительная информация. Обычно я смотрю, где безопасность и firewall. Здесь можно посмотреть за 24 часа, какой процент трафика по вашим правилам и какая доля нормальных людей, грубо говоря. Хотя это может быть не люди, а более умные боты, которые прошли капчу, либо там распознавание. Но очень много отсекается роботов с помощью этих правил. В итоге что мы видим? Если мы зайдем в метрику, то есть вот мне накручивали ботами с роботами, вот параметр с роботами в метрике. То есть если без роботов смотрим, здесь вот такая посещалка. То есть меня не накрутили, мне там упало. Вот, если то есть вот огромное количество роботов посетителей. Даже была нагрузка, получается, на хостинг. То есть меня там нагрузили хостинг своими ботами. То есть ничего хорошего в этих роботах нет, поэтому нужно фильтровать. Вывод такой. Соответственно, что у нас, если мы с роботами смотрим, прямых заходов очень много. С поисковых систем, соответственно, есть. Отказы, там, растущие, там, глубинные просмотры и так далее. Все это у них настраивается. То есть боты могут как вам минус, то есть делать отказы делать, там, либо просто нагуливать профили. То есть они, да, больше там 15 секунд у вас просидят на сайте, там что-то покликают, создадут себе отпечаток себе, да, какой-то куки нагуляют, то есть какой-то профиль сделают боту определенной тематики. Ну вот. А потом, спустя время, они могут этим же ботом вам сделать отказы, получается, и последний ласт-клик на своих сайтах сделать. То есть они вам отказы сделали, вернулись на свои сайты,
и у них все хорошо, а у вас потом просадка идет. Вот. Плюс еще, согласно этих алгоритмов слитых Яндекса, доля органического трафика, то есть как бы влияет, отказы там прямые сети тоже как бы влияют, поведенческие. Поэтому желательно фильтровать и все это чистить. По факту, получается, если сравнить, я включил 22 числа, у меня данные вот с роботами 22 января. То есть было прямых заходов, то есть вот очень много. Отказы, глубина просмотра, время, то есть вот со смартфонов. То есть в основном с мобильных IP стучались и делали прямые заходы. Если смотреть с 23-го, у меня уже получается доля трафика с поисковой системы уже преобладает. Есть, конечно, внутренние переходы. Это часть ботов, которые прошли проверку через скрипт, через JS, там, Cloudflare. И, соответственно, они считают как внутренние переходы. Вот. Но все равно эта доля уже как бы меньше. Какие доли есть реальных пользователей, которые мы тоже фильтруем. Вот. Соответственно, ПК мобильный уже другая разница. Здесь, если отключить без роботов, уже картина тоже другая становится. Это Яндекс сам определяет, то есть с роботами, без роботами, то есть доля поискового трафика и там и так далее. Можно посмотреть. Если вы в настройках не видите такого пункта, вам нужно в настройках включить в фильтрах, здесь отключить такой вот параметр, фильтровать робота по поведению. Также в счетчике рекомендую сделать, принимать данные только с указанных адресов, включая по домену. Это дополнительно отсечет как бы недостоверные данные, так как могут ваш счетчик кто-то спарсить ваш сайт условно и использовать ваш счетчик на каком-то стороннем сайте, тоже эти данные могут отображаться. Либо в тех же турбостраницах, где используется ваш счетчик, там отказы просто жуткие, там роботность очень большая, и, соответственно, вы не можете туда подключить Cloudflare, соответственно, вы не можете отсечь этот трафик. Лучше всего тогда просто отсекать и не смотреть на эти данные турбостраниц. Вот, что еще? По того, как это все влияет на Яндекс, соответственно, на посещаемость. Ну, в целом, посещаемость мне там выросла. Так, сейчас вам покажу. То есть вот можем посмотреть, вы после того, как внедрили, прошло, вот у меня 20 дней прошло после внедрения, у меня какие-то страницы вернулись в поиск, которые накручивались ботами, в том числе коммерческие информационные страницы, вернулись на прежние позиции, хотя ничего вообще не делал, кроме внедрения этой защиты. Вот, вот можно посмотреть в срезе поисковые запросы, статистика страниц. Вы смотрите конкретные страницы, как изменились показы, клики, средняя позиция. То есть средняя позиция на некоторых страницах у меня тут выросла даже. В основном показы тоже выросли. То есть все равно изменение как бы пошло в плюс. Я просто вот поставил защиту и все. Также можно посмотреть в Google Webmaster, Search Console, в разделе эффективность, сравнить периоды, то есть с один период, когда вы включили, и предыдущий период того же периода, как бы столько же дней, 20 дней, и как изменилась позиция. Но Google он более долгий, соответственно, тут особо ничего не скажешь. Но в целом какие-то изменения пошли в плюс по страницам. То есть показывал дальше побольше стало, кликов побольше, стир вырос, средняя позиция немножко изменилась. Также можно посмотреть тренды, но они особо не информативные. Это когда выбираете вашу группу, подгруппу, то есть на ваше направление, и сравнить можно там анонимные данные по сравнению
То есть вашей ниши с такой же нишей, с другими сайтами этой же ниши. То есть насколько у вас сайт там хуже, лучше как бы относительно других сайтов этой же ниши. То есть вот у меня было примерно там чуть ниже. Сейчас после внедрения стал получше ранжироваться относительно конкурентов в этой же нише. Но это все условность, то есть нужно равно смотреть в срезе поискового трафика, позиций, показов по урлам определенным. В целом я вижу положительную динамику за счет того, что в Cloudflare произошло, то есть убирание часть трафика, который негативно накручивал поведенческий фактор, портил статистику. Это раз. Во-вторых, получается, в сервисе вшит индекс Now, который дополнительно быстро индексирует страницы, посещаемые, просматриваемыми пользователями. То есть это влияет то есть на индексацию, то есть как бы ранжирование, соответственно. Вот. Даже для тех, кто боится как бы внедрять этот сервис, в интернете написано, что это руководитель, создатель этого Cloudflare не планирует закрывать его для России. Но даже если закроют, вы просто меняете DNS-записи на вашем регистраторе домена на те, что были ранее, и у вас остаются настройки записей, то есть вы просто здесь вот поменяете на предыдущие DNS-записи, которые у вас были, вот, и у вас настройки, которые здесь в DNS-записи на хостинге, вы их не убиваете, то есть оставьте на всякий случай все равно. Вот. И, соответственно, даже если что-то изменится, то есть вы просто замените NS-записи, подождете там 48 часов, у вас вернется сайт на предыдущий уровень, конечно, уже без защиты. Вот. Ну, в целом так. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы, пишите комментарии.